Всем привет, друзья! Решил записать рабочий процесс создания лоу-поли модели лампы для мобильного приложения. В данном ролике я подробно опишу каждый этап работы, но если останутся вопросы, задавайте их в комментариях, с удовольствием отвечу каждому. Создаем теперь наш абажур. Абажур здесь совершенно простой. Мы идем от одного угла к другому углу. Да? Мы создаем не вот так вот, закрывая весь абажур, а именно от угла к углу. Так получается точнее деталь. Переходим в Editable поле, поворачиваем, опять-таки центрируем по пивотам и выравниваем по вот этому объекту, по центрам. Ну, пускай высота тоже будет, мы высоту подрегулируем, как нам надо. Так. Ну вот, собственно говоря. А вот эта фигура, в принципе, мы ее можем создать из бокса. Ну, мы, видя ее форму, представляем уже, какая она у нас будет. Да? Можем пока скрыть данный объект, перейти на вид топ. И прямо здесь из бокса мы создадим примерно похожую модель. Так, она у нас получается так и расходится в стороны. Да? Поэтому мы создаем, давайте создадим два эджа. Конвертируем в Editable поле. Переходим на полигончики. И создаем два таких экструда в стороны. Да? Вот. Подредактировать данную модель мы уже сможем на месте. Опять-таки центрируем ее. Align, инструментом Align выставляем ее. Центр. Вот так вот. Уменьшаем сразу габарит общий, так как она по сравнению со всей этой фигуркой выглядит намного меньше. Ставим ее, хотя можно пока и не ставить точно. Переходим на вид топ. И здесь мы уже ее подгоняем под нужные размеры. То есть вытягиваем в длину эту штучку. Весь этот объект вытягиваем сюда. Хотя он там не совсем с краю, но мы не видим. Поэтому предположим, что наша фигура пускай стоит примерно так. Берем вертексы. Попробуем растянуть их на одинаковое расстояние. Так. Это слишком много, наверное. Ну, давайте ориентироваться сразу по нашей... Да, это много я сделал. В принципе, там небольшая получается такая штучка. Да? Давайте опять вернемся в вертексы и просто ее опять подуменьшим. Ну, так, я думаю, вполне нормально. Пока у нас объект без фасок, его очень легко поднять вверх, вытянуть на нужную высоту, выделив полигоны. Можно вертексами, можно полигонами. Ну и смотрим приблизительно. Да, высота там пускай будет еще скрыта за абажуром. Поднимаем вот на такую высоту. Собственно говоря, теперь делаем то же самое с фасками. Можно сделать так же. Можно включить Isolate Selection Mode, чтобы нам ничего не мешало. Немножко сдвинулись полигоны, поспешил. Вот, переходим. Опять-таки в Edge с контролом. Убираем данное выделение ненужное, которое не нужно, чтобы попало в фаску. Да? Делаем наш чамфер. Опять-таки 0,05. Вот. Задаем. Так, здесь немножечко не так я сделал. Здесь можно выделить вот эти внутренние углы. Внутренние углы работают немножко по-другому, чем наружные. Делаем фасочку. И потом, собственно говоря, делаем фаски для наружных углов. Так и так. Чамфер. Вот, собственно говоря, мы создали фасочки для этого объекта. Так как низ объекта у нас будет скрыт, мы можем лишние полигоны вообще-то удалить. Да? То есть можно было не стараться делать здесь фаски. То есть вот для этого объекта низ можно удалить. И перейдя во вид фронт, мы точно нашу поверхность ставим на эту поверхность. Все.
Вот таким образом сделали вторую фигуру. Теперь включаем наш абажур. И теперь наш абажур мы делаем полым. А потом, после того, как мы его сделали полым, мы уже после этого применим к нему чамфер. Да? То есть, смотрите, переходим в полигоны, выбираем верх и низ нашего абажура и включаем Inset. Inset мы делаем, судя по картинке, там совершенно, абажур он тоненький, да, в принципе должен быть. Пускай там даже будет какая-то рамочка, но сама стеночка абажура, она не должна быть толстой, иначе она просто не будет через такой плотный материал пропускать свет. Значит, по идее мы делаем 0,05 тоже. Inset. Вот видим, есть немножко толщина. И здесь, когда у нас выделены два полигона, верхний и нижний, мы нажимаем Bridge. Bridge позволяет сразу соединять полигоны, оставляя пустоту. Видите, как удобно. Теперь мы берем нашу наружную, то есть два раза нажимаем на Edge, выделяя наружный Edge по кольцу, по лупу, да. Можем сделать это так, применив луп. Вот. И применяем чамфер. Тоже делаем наипростейший чамфер. Хотя здесь может даже меньше придется делать. Да, здесь совершенно маленький мы сделаем. Вот. А для этих углов, углы все равно, некоторые говорят, можно не трогать, но лучше сделать небольшой чамфер, чем оставить острым угол. Потому что это будет выглядеть очень некрасиво. И применяем тоже небольшой чамфер. Оп. То есть, если сблизи оно смотрится более-менее, да, как бы великовато, то издалека, смотрите, оно смотрится уже красивее. То есть, мы не видим. Теперь нам надо, собственно, создать каркас, который держит этот абажур и крепит его к этой детальке. Да? Ну, это мы уже как бы будем додумывать сами, потому что я не нашел рефов, где видно полностью каркас данной лампы. Да? Поэтому мы можем как бы убрать фриз с этого плейна и скрыть этот объект Hide Selection или удалить, потому что в принципе основная часть лампы уже создана, то есть нам не надо смотреть ни на какие рефы. Смотрите, что мы можем сделать. Мы можем перейти в Edge, чтобы не создавать сплайном, да, начало нашего, как говорится, контура поддерживающего, и перейдя вот в эти вот эджики, наружный, вернее, внутренний верхний и через Ctrl внутренний нижний, два раза нажав по эджику, да, мы создаем Create Shape from Selection. То есть мы можем создать линию, уже готовую, именно с этой фигурой. И теперь смотрите. Скрыв эту фигуру, вот, видите, мы выделили. Так, все правильно. Фигура не удалилась, просто скрылась. У нас осталось два вот таких сплайна. И теперь этим сплайном мы можем создать толщину. Только смотрите, не используйте здесь много sides, да, 12. И не используйте в интерполяции много шагов. Иначе у вас будет получаться более высокополигональная модель. Что нам не нужно для low poly. Здесь мы можем также уменьшить. В принципе, это такое место, где не сильно и заглядывают люди, да, не сильно и видно. Поэтому мы здесь можем бюджет нашей фигуры сократить. То есть убрать дополнительные edge, да, они в принципе здесь и не видны сильно будут. Вот, и получается такой вот остов. Только это слишком толстый остов получился, поэтому мы его уменьшаем. И уже смотрим применительно к нашей модели. Здесь мы сделаем еще одну манипуляцию. В принципе, этот каркас, он не должен быть сильно виден, он только должен быть виден на рендере, да? Когда будет просвещаться через абажур, и мы будем видеть там что-то наподобие такой поддерживающей рамки. Поэтому мы переходим в сплайн. И эту нашу верхнюю и нижнюю фигуру мы немножечко опускаем внутрь. Все, мы как бы его спрятали за данной фигурой. Вот. Нижний то же самое прячем. Все. Наш каркас теперь будет виден только на рендере или под определенным углом. Теперь нам надо создать стойки, которые будут крепиться вот к этой штуковине. Да? Переходим в режим топ. Здесь все совершенно просто. Берем линию,
Так, тут у нас получилось немного некрасиво. Давайте подправим. Видите, все косяки сразу видны. Здесь мы немножечко уберем еще толщину. Вот. До 0,4. Но здесь все-таки давайте я бы сделал 0,8. Почему? Потому что все-таки здесь же оно должно быть более круглым, напоминать круг, да? То есть не круг, а цилиндр. Давайте возьмем все-таки 8, да? Такой как бы правильный кружочек. Вот. И теперь мы что делаем? Мы создаем линию от этого угла ровно. Можем включить привязки. Ну, привязки здесь нам позволяют. Давайте перейдем в середину отрезка, чтобы у нас с середины отрезка создавалась линия. И, собственно говоря, сразу идем. Так, ну давайте пока в центр этой фигуры всей линии, да, переведем. Потом я объясню. Ну, так как бы проще пока. Давайте так сделаем, чтобы у нас ориентир был в одну точку, да, чтобы мы не путались. Вот, здесь тоже создаем линию. Можно было копированием создать, да, похожие. Ну, я таким методом воспользуюсь, чтобы было нагляднее. Так, чтобы вы как бы повторили это за мной, да. И вот, собственно говоря, теперь мы можем отключить привязки. И уже здесь на глаз примерно развести. Хотя можно в принципе оставить и в центре. Давайте все эти линии приотачим, чтобы было удобнее работать с ними. Можно в принципе оставить и в серединке. Не знаю. Смотрится вроде бы красиво. Так, видите, что у нас получилось? Но что здесь неправильно, что каркас должен идти не от верхних линий, а от нижних. Это легко исправить. Выделив все эти точки, перейдя во фронт, включив F3, можно включить привязку. Вот. И все эти линии, давайте немножко вот так отодвинемся. Все эти линии вот сюда вот прицепить. Так, немножко промахнулись. Вот так будет точнее. Да. Отключаем привязки. Выходим с вертексов и проверяем. Да. Теперь у нас линии стоят точно там, где надо. Теперь мы можем приотачиться к ним. Раз. И все. Теперь, скрывая наш абажур, мы видим, что наш каркас полностью готов. Кто-то может добавить толщину линиям, кто-то может вот эти вот точки опустить прямо в центр фигуры, чтобы как бы мы их не видели, да? Вот так вот крепление обычно происходит. Может быть чуть-чуть не так. Вот, можем чуть-чуть сюда задвинуть, чтобы получилось вот такое вот у нас. Давайте на виде топ, чтобы более точно было. То есть, чтобы они сходились не в одну точку, а как бы, вот, чтобы было видно, что каждая пружина, то есть каждая вот эта вот проволочка, она заходит отдельно, да, как бы. То есть, они не спаяны. И вот, собственно говоря, создался вот такой вот объектик. Создали вот такую вот лампу. Теперь следующий этап. Надо сделать развертку этой лампы. Ну, развертки здесь, в принципе, ежели мы объект не меняем, да, и ежели здесь у нас будет текстура однообразная, да, вот, допустим, металл, у нас будет та или иная текстура металла, да, здесь накладываться. То есть здесь можно, в принципе, сделать авторазвертку. То есть мы делаем Collapse All, превращаем все наши объекты в Editable поле. Так, так. И наша рамочка. Тоже мы ее превращаем в Editable поле. Выделяем, хотя мы видим 708 общий бюджет. То есть, в принципе, нормально. Для такой модели можно еще ее, конечно, меньше сделать. Но, в принципе, пока нормально. В этом видео вы увидели поэтапный план работы над созданием low-poly модели лампы для мобильного приложения. Оставляйте свои комментарии под этим видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Спасибо за внимание, всем пока.